Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, это канал рукоделия и вышивки крестом. И в этом видео я хочу подвести итоги зимы. Я хочу вам показать то, что я вышивала этой зимой, декабрь, январь, февраль, 3 месяца. То, что я закончила, мои готовые работы, то, что я начала, то, что я продвигала. И, в общем, все то, чем я занималась. Я не делаю ежемесячные отчеты, итоги, потому как я делаю недели вышивальные и не показывать 150 раз одно и то же. Я решила подвести итоги зимы. И что я вам хочу показать? Я вам хочу показать... И вот, пожалуй, все, что я вам хотела показать и рассказать. Понял шутку и по-прежнему еще со мной. Теперь посмотрим, это действительно, как оно было. У меня есть здесь тетрадочка вышивальщицы. И что я вам хочу показать? Я хочу показать первая законченная зимняя работа. У меня была вот такая шишка от Mill Hill. Она мне очень нравилась. Я очень долго выбирала, что мне вышить из вот этих маленьких. У меня там и паровозик есть, и еще что-то зимнее. Но вот шишка мне нравилась больше всех, и я взяла и вышила шишку. И это у меня тихо-тихо, ну, не очень быстро пополняется коллекция милхиловских вот этих маленьких сюжетиков. Я их делаю вот так, самоклеющийся фетр на оборотной стороне, который я покупаю на AliExpress. Мне это очень удобно. И вот такой подвесик из бисера просто собираю из остатков. И у меня вот такой получается новогодняя игрушка. Mill Hill, если вы помните, он предлагает делать из этих игрушек магнитики на холодильник. Кроме этого, я хочу показать вам маленькие сразу сюжетики. Кто помнит, кто смотрит эпопею с этой коробочкой. Я в эту коробочку все хотела влепить что-то, и я никак не могла решиться. Мне что-то почему-то приспичило именно туда поместить какие-то цветы, розы какие-то или еще что-нибудь. И я сначала вышила вот такие розы от Justine. Я их сюда пристроила, но они были слишком большие, и они там были настолько сжаты, что они вообще теряли свою красоту, и я тогда их переделала вот в такое сердечко, и на мой взгляд оно получилось очень-очень даже симпатичное. Вот такой пинкипчик на оборотной стороне. Ну, вот этот кусочек у меня от подушки с мишкой оставался. И вот такая красивая подвесочка у меня вышла. Ну, потом, что, эти розы я вынула из этой коробочки, что же туда. Я решила вышить вот такой маленький сюжетик. Ну, вы как видите, он не оформлен, потому как я его сначала оформила, я его вставила в эту коробочку, был он здесь. Я его вставила, но он выглядел здесь некрасиво. Ну, он как-то не соответствовал сюда, не подходил. Тогда я его вынула и тоже хотела сделать из него сердечко. Ну, вот как вы видите, я форму эту придала сердечко, но мне не очень что-то нравится, как оно получается. Скорее всего, я сделаю просто такой маячок на ножницы, вырежу кружочек и все. Ну, кругленький такой сделаю. Ну, как уже начала оформлять эти сердца, оформила вот эту мою старую вышивку. Это Виктория Сеплер, по-моему, сюжет от Виктории Сеплер. Я тоже многострадальный. Сначала это была открытка Happy Valentine Day. Потом что-то я там... в рамочку я его потом впихнула, это сердечко. Ну, мне и там она не нравилась, ни в открытке, ни в рамочке. И когда я делала то сердечко, я подумала, ну и сделаю уже из этого сердечка, что оно валяется, будет вот такое симпатичное сердечко. И, на мой взгляд, очень классное получилось. Здесь бисер, вот здесь хардангер, подкладочка там красная. Я сделала как цветочки эти. И вот там внизу даже вот кусочек надписи Happy Valentine Day, который я не распустила, просто оставила так. И вот такой жгутик
Очень классные пинкипчики получились. А сюда, в эту коробочку, в конце концов, я вставила давным-давно, я отшивала. Я делала пасхальные яйца и вышивала такой сюжет, и на вот эти пластиковые, знаете, яйца готовые натягивала. Но здесь ткань, она очень-очень плотная, и она яйцо шавальное, оно такое. И вот на этом овале оно морщилось, и оно было настолько некрасиво, оно там выглядело ужасно. И я его выпорола, и вот, пожалуйста... Мне кажется, здесь эта вышивка наконец-то нашла свое место. Вот такая целая история сердечная у меня получилась. А теперь я покажу вам игрушку Dimensions, которую я вышила в декабре. Планировала я вышивать по 2 игрушки за зиму, но планировать и делать — это разные вещи. Планировать мы все умеем, любим, практикуем. Вот эту я... Что-то хоть видно, что я там вам показываю. Вот этот интересный сюжет, поют песни с собакой вместе возле церкви, с прекрасным дименшинским небом, с елочками, со снегом, настоящая зима, настоящее Рождество. И перед Рождеством мне очень-очень хотелось вышивать этот сюжет. И я его очень хорошо, быстро как-то вышила, что даже не о чем вспомнить, честно говоря. Не помню, чтобы были какие-то трудности. Очень милый сюжет. Это был второй сюжет. Первый сюжет я делала вот этот с Дедом Морозом. И вот у меня уже 2 игрушечки готово. Осталось 4. Ну и буду я, естественно, это вышивать следующей зимой перед Рождеством. Дальше, что у меня было дальше, посмотрим. Крышка на шкатулку, потом я делала крышку на шкатулку. Такая у меня была красивая, раскрасивая была, почему была, есть. Такая у меня шкатулка очень красивая есть. Эту шкатулку я покупала в Италии, когда мы были на выставке. И я все никак не знала кое-что сюда пристроить. И я одну пробовала, другую, 5-е, 10-е. В конце концов, я сама себе... из разных там сюжетов от Дженни Дуглас я взяла часть, потом от Виктории Сэмплер кусочек, там кусочек, там кусочек. И, в общем, я вот составила вот такую панельку на крышку. И, мне кажется, получилось очень даже славно, симпатично. Я там, конечно, когда сам вышиваешь, сам придумываешь, что ты делаешь, чтобы не отсвечивало вам, наверное, вот так. Сначала я розы здесь другие делала, мне не понравилось, я их перешивала. Потом я делала год и инициалы, мне девчонки посоветовали, сказали, что надо перешить, не очень они славно смотрятся. Здесь я все это переделывала. Вот здесь Глориана у меня ниточка, очень красивая, Victorian Garden, очень классная эта нитка, она мне очень нравится. Это у меня перлешки, вот это белым вышиты. Ну, вот такая коробочка, мне кажется, очень даже симпатичная получилась. С вьюночком. На цветочки меня что-то в последнее время очень сильно тянет. И, ну, в принципе, этот сюжет, он не зафиксирован. Сейчас я вам покажу, видите? Он просто вставлен туда. А вот эту саму штучку я еще не приклеивала, потому что я все-таки хочу сюда помещается как раз сюжет Mini Gold от Dimensions. Здесь он как раз размер самый-самый подходящий. И я хочу сюда вставить, поговорим о том, что я хочу сюда вставить чуть позже. Вот такой красивая коробка у меня получается. Так, дальше. Потом в мою жизнь ворвался Роузвуд Мэннер с ее чашечками Карен-клуба. У нее там целая серия сюжетов с чашками. Чашка чая, чашка кофе, чашка капучино. И мне они так понравились. Я увидела у Елены Тынкев. И я купила 3. Я купила кофе, чай и капучино. И я на данный момент я вышила кофе. Это первое, то, что я вышила
Вот такие прекрасные розы, очень красивые, мне они очень понравились. Я в таком была... Я сначала купила только вот этот набор, вышила его, и потом мне настолько оно понравилось, что я заказала еще чай и капучино. Посмотрите, какие здесь розы. Здесь это английские розы, это мои любимые розы. Я обожаю английские розы. Они так пахнут, они такие красивые, ну просто... Вот это мое. Это мой любимый сюжет. После этого, ну, покажу вам сразу чай. Если розы я вышивала в декабре-январе, что-то такое, то чай я вот недавно совсем вышивала. И вы его недавно видели. И многие помнят мое разочарование. Ну вот я сейчас смотрю, думаю, напрасно я выступала на эти фиалочки. Очень они милые, очень они красивые. Мне они очень нравятся сейчас. Но дело в том, что там на превью эти фиалки, эта чашка, они были темно-темно-синие. Здесь, видите, серединка фиалок, она черная. И вот такой резкий переход получается от черного к сиреневому, к фиолетовому. А вот там на превью этот переход, он очень плавный. Оно из черного в такой чернильный переходит, потом в сиреневый, более светлый и в светлый. И поэтому я, естественно, расстроилась, потому что когда ты видишь превью, ты видишь одно, а в результате у тебя получается другое, ты как-то это тебя смущает по меньшей мере. И меня это, естественно, смутило. Ну, по происшествию времени, очень милый сюжет, очень замечательный. И я теперь уже не обижена и буду вышивать капучино, которые я уже купила. Я прям становлюсь какой-то серийной вышивальщицей. Потом, опять же, на выставке в Италии мы накупили у Рената Паролин всяких схем и всего прочего. И сначала я вышила вот это дерево. Вот такое красивое очень дерево. И когда я его вышила, я поняла, а чё ж я купила одно дерево? Это деревья времена года. Это у меня лето, если я не ошибаюсь. Да, это у меня лето. И я купила только одно дерево, а там еще продается такая подставочка кругленькая и палочка. Ну, делаешь пинкипчик из этого дерева и на этой палочке пристраиваешь его. Ну и когда я его вышила, я увидела, насколько красиво, насколько классно, легко, быстро. И, ну, вообще, это просто... Я влюбилась в Рената Паролин. Это мой первый Рената Паролин, да. И все. И мне теперь надо 4 дерева. И вот у меня, видите, этот кусок. Я его специально оставила, я его не отрезала. Я его оставила еще на оставшиеся 3 дерева. Ну, если все будет хорошо, если все сложится как надо, и мне удастся попасть на выставку, я куплю недостающие деревья. Если не удастся, попрошу Иру, она мне, надеюсь, она мне купит эти деревья, эти подставочки, эти кружочки. Так что вот такой. И Рената Паролин на этом не закончился, и я вышила «Красная зима» называется этот сюжет. Red Winter. Вот такой он очень красивый. И опять же у меня здесь вот такой кусочек. На этой стороне у меня будет Red Spring, красная весна. Я пока не знаю, мне очень нравится, мне вышивается легко, несмотря на то, что здесь вот мелкие эти детальки, они быстренько, и у меня саги нет, это все по бумаге. Во-первых, схема великолепная у Рената Паролин, все четко видно, черно-белая она, ну, я люблю черно-белые схемы, символьные, мне они нравятся. Ну, видите, это примитив, это просто... И несмотря на то, что, как я сказала, здесь много закрепок, достаточно много бэкстича, но все это вышивается настолько легко, настолько приятно и быстро.
Ну, я не знаю, это какое-то волшебство, и, как я уже сказала, я влюбилась в Рената Паролин, и я буду его вышивать обязательно. Так, что у нас было после Рената Паролин? У меня была собачка. Сейчас принесу собачку. Не, забыла за собачку. Я забыла за собачку. Вы можете в это поверить. Итак, моя собачка. Собачка от Милхила. И нет, я не на примету ее вышивала. Когда я начала вышивать эту собачку, я уже знала, что у меня будет моя собачка. И поэтому это была просто собачка, которая мне очень-очень нравится. Классная собачка. Единственное, ну, как вы понимаете, здесь затягивается весь этот сюжет, потому что вот это я все зашивала. Ну, если вам не хочется это голубым, вот это все голубым зашивается. И оно, конечно, очень просто и быстро идет, но нудно и надоедает его вышивать. А так вообще великолепный сюжет. Вот такая веселая собачка идет в гости с подарком. Подарочек — это сумочка вот такая, это пуговичка. Отличная пуговичка. Я не знаю, что не нравятся пуговички Джасина с Батом, а мне нравится очень. Аккуратно так сделано. Ты видишь, что это подарочек. Эти снежиночки ровненькие, разрисованы прекрасно. Класс. Бисера здесь в шарфике, в шапочке. Вот здесь бисера. Достаточно в снежке. Вот эти снежиночки, тоже быстро эти снежиночки вышиваются, несложно. Вот такая прекрасная, замечательная собачка. Друзья, я вам не забиваю голову названиями, номерами, сколько крестиков. Я сама не очень люблю, когда рассказывают, вот в этой схеме там 2000, 3000, 5000 крестиков. Мне как-то неинтересно. Мне интересно видеть сюжет, мне интересно видеть эмоцию, какую он вызывает, этот сюжет, нравится он или не нравится. Поэтому я статистику не очень веду, ну, очень не веду вообще. И поэтому я вам не скажу. Если вас заинтересовал какой-то сюжет, и вы хотите узнать номер там или как он действительно называется, напишите мне в комментариях, я вам непременно отвечу. Я отвечаю на все комментарии, так что не стесняйтесь, на все вопросы получите ответы. Стучите, и вам откроется. Вот такая чудная, чудесная собачка получилась. Рамочку я красила сама, криво-косо, но зато handmade. Прелесть. Дальше. А потом раз, и январь закончился. И как-то у меня получилось в январе, я только эту собачку и вышила. И больше у меня ничего не было в январе. То ли из-за того, что праздников было много, то ли из-за того, что я вышивала мало. Ну, одним словом, вот такой был январь. И начался февраль. И в феврале я начала вышивать второй сюжет от Serenitadi компания «Зима». Вот этот сюжет с морозником, вот такой он очень милый, очень красивый. Осенью я вышивала эту тыкву, а зимой это вот такой, вот такие цветочки. Очень они милые, очень они красивые. Не знаю, почему они на видео не передают цвет такой, который в жизни, но тем не менее. Ой, и это какая-то... Я не знаю почему, но мне он дался с таким трудом, этот сюжет, я вам не могу передать. Это настолько... Во-первых, я ошибалась без конца. Я порола. Я сначала как-то на энтузиазме начала, и я там 3 цветочка вышила, и после этого из 3 2 я распустила. Вот этот один, второй и вот этот в серединке 3. Я их вышила, ну, собственно, не полностью, но вот этот сверху полностью, а вот эти 2 я вышила белым. Все, ну, практически все цветочки. И тут я понимаю, что я там ошиблась как-то. Я думаю, да ладно, цветочки, ну что, я как-нибудь их сейчас подгоню здесь, что-то подправлю. Но нет, не получалось у меня ничего. В конце концов, мне все-таки пришлось это все распустить, оставить этот один цветочек. И
все шить заново. И я шила, оно так медленно, оно почему-то не идет. Вот знаете, когда, ну вот не идет, и хоть ты убейся, хоть и ты что-то делай. И несмотря на то, что я там какие-то другие сюжеты меняла, или из-за того, что я не видела, что финиш какой-то будет у меня вот вскоре, потому что я, взяв этот сюжет, я думала, я сейчас хап-хап, трап-тап-лап, и у меня готовый сюжет, и я его сейчас быстренько за 3 вечера отощу, и будет у меня готовая работа. Но нет, нет и нет и нет. Терпение, терпение. И я уже откладывала, начинала что-то другое. Потом думаю, ну зима заканчивается, надо все-таки это закончить, чтобы, ну, знаете, ну, зиму зимой. Потом думаю, надо что-то сделать такое, что закончится. И я была в библиотеке, и мне попались книжки по вышивке, по рукоделию. Там была книжка о Тильде, там была книжка про сэмплеры. Если вы еще не видели это видео, где мы листаем эти книжки, Николай II, я листаю эти книжки, показываю вам. Обязательно посмотрите, мне кажется, это интересные книги, и они того стоят, чтобы на них посмотреть. И я из этой книги вышила вот такую вот розочку. И потом я думала, а куда же эту розочку пристроить? И вот я ее пристроила к такого поросенка, который был в другой книжке про Тильду, где там рассказывается, показывается, как шить кукол Тильд. И я вот эту розочку вышила и сшила вот такого поросеночка. Я сильно боялась его шить, я думала, у меня ничего не получится, потому как там написано, ткань тут должна была такая, типа джерси, ну, эластичная более быть, а это лен, и я думала, он будет торчать, и этот самый, ну вот как хвостик, видите, он плоскенький торчит. Ну ничего, зато симпатичная хрюшка у меня получилась. Вот такой милый поросеночек. И тут у меня есть уже законченный сюжет, и я думаю, ну хоть что-то у меня есть уже со спокойной душой, и уже со спокойной душой я завершила этот сюжет «Зима» от Serenità di Campania. Вот такой милый сюжет. Следующий у меня получается. Вот у меня не так, как все нормальные люди делают, начинают с зимы. У меня начнется, по всей видимости, с весны. Этот баннер, он будет, вот видите, здесь еще на 2 сюжета у меня. Ткань я сама красила чаем, кофе, всякими такими делами. Вот так, очень красиво. Ну и вот, и на этом, пожалуй, все мои готовые работы. А сейчас я вам покажу то, что я начала, то, что я продвигаю. Ну, кроме того, что я там начинала Рената Паролин, Rosewood Manor, чашечки. Это уже готовые работы, я вам показывала. А теперь я покажу вам то, что я начинала, ну, не закончила. Но сначала я вам покажу то, что у меня уже было начато, и то, что я продвигала. А было начато у меня петух в маках от Надежды Нагорной. Вот так он выглядит. Я его немного вышивала, я его брала. Иногда мне хотелось вот таких ярких, красивых цветов, и я его потихонечку шила. Вот такой красивый мак у меня уже один нарисовался. Этот хвост петушиный тоже классный. Ну, мы еще к этому вернемся. Так. Потом я почему-то посмотрела, у меня все такие какие-то маленькие работы, а мне чего-то большого, глобального, такого зимнего захотелось, потому что у меня как-то вот шло Рождество, а у меня поставить нечего. У меня вот здесь стоит котик, и я хотела какую-то картинку сюда поставить, чтобы она соответствовала Рождеству. Ну, котик, он, в принципе, всему соответствует. Котики — это наше все. И он подходит, но мне хотелось что-то такое рождественское. И я тут увидела боюсь ошибиться, кто-то из девочек,
вышивает «Свет любви» от Dimensions. И мне так понравился этот сюжет, такой он классный, такой он, вообще, вот мое, да, как говорится. И мне сразу понадобился, а потом выяснилось, что, оказывается, этот сюжет давным-давно уже снят с производства, не выпускают его или ничего. Тут на помощь, кто нам приходит? Приходит нам Алиэкспресс. И на Алиэкспрессе, естественно, можно найти этот сюжет «Свет любви». И я заказала, и я вышиваю его. И вот что у меня на данный момент есть. Это совсем немного, это здесь около 10%, если я не ошибаюсь. Но мне кажется, это самое сложное, то, что было во всем сюжете, потому что вот это сено, еще будет, конечно, бэкстич здесь умопомрачительный, километровый, но хотя бы вот это вот месиво, оно закончилось. Там будет еще, конечно, на полу это сено. Это, как вы понимаете, ясли, вот здесь это сено, и здесь будет лежать младенец. А вот здесь еще тоже это сено будет. Но это сено, во-первых, будут побольше кусочки зашивки, чем вот здесь. Здесь вообще, эти цвета коричневые, они так близки друг к другу. Но вот сейчас днем оно как-то очень хорошее освещение, и видно, что они разного цвета. Вечером, мне кажется, они просто чуть темнее, чуть светлее. Потом ты теряешься. Я вышиваю по цветам. Я взяла там самый больший темно-коричневый, по-моему, был. Я этот темно-коричневый вышила, там было все хорошо. Потом я взяла второй цвет, вышила вторым цветом. А когда начала вышивать третьим цветом, все, я теряюсь, где начинать, где заканчивать. Что я могу сказать, здесь куча ошибок. Я так подумала, сено, оно и в Африке сено. Если там одна травинка более светлая, да более темная, ничего страшного не случится. И вот на таком этапе у меня этот «Свет любви». Это такой долгоиграющий у меня будет процесс, я так понимаю. Сейчас я уже перешла на вот эти ясли, и здесь будет гораздо легче. Здесь большие куски зашивки, видите, вот здесь черные. Тут я села и за вечер 500 вот этих крестиков отшила. В отличие от этого, я там за вечер 200-300, если отшивала, то была рада безмерно. Так что, я думаю, дальше будет попроще. Людей, лица я оставила на самый последний этап, потому как я знаю себя, я отошью лица, самое интересное, а потом мне это будет неинтересно, и это ляжет надолго. Я вам забыла еще показать, я же отшила вот этот угол моей скатерти с птичками. Вот тут этот у меня осталось, мне остался один угол всего лишь отшить. Вот. Я уже подбираюсь, видите, так медленно, но уверенно я подбираюсь к финалу. И будет у меня эта скатерть готова. Сейчас я постараюсь вам показать, как она выглядит вот в полный рост. Вот такая скатерть. Скатерть с птичками, и, как вы видите, у меня остался только 4-й угол вот здесь дошить. И это Рика Дизайн, это был готовый набор со скатертью. Здесь вот скатерть сама хлопковая, а вот здесь вставочка вот такая канва 14-го, я так думаю, полагаю, каунта. Вышивается она несложно абсолютно. Это скатерть, только единственное, что, конечно, надоедает, этот сюжет постоянно повторяется. Ты отшил один, надо взять перерыв от этой птички, подзабыть про нее, что ты там вышивал, как ты там вышивал, и потом переходить к другой. Не очень мне нравится здесь схема, потому что здесь схема цветная. Вот такой кусочек я вам покажу. И вот тут здесь написано, какие цвета, и вот этими цветами оно разрисовано. И иногда очень трудно определить, какой же действительно цвет на этом цветочке. Так что
Так что прервали нас на самом интересном месте. Так что схема мне совсем здесь не нравится. Здесь я даже в некоторых местах, видите, вот так разукрашивала фломастером желтым. Это не потому, что я отшила, а это потому, что это разные цвета. Там бледно-розовый, розовый, чуть порозовее. И очень сложно отличить, особенно при электрическом свете. А как вышиваешь все время вечером, это вообще невозможно. Ну вот смотрите, сколько здесь розового, и вот на схеме это все розовое. Здесь вот сначала это розовое, а вот эта часть это персиковая. И вот эти цветы, видите, один цветок он розовый, а другой он персиковый. А когда ты вышиваешь, сейчас я вам покажу. Когда ты, вот видите, они, вот это персиковое, вот этот розовый. И когда ты вышиваешь вечером, это очень-очень сложно определить, какой цвет идет вот именно. Да, схема такая себе. Желательно бы схему какую-то получше делать. Но зато скатерть получится очень красивая. Ну так. Вот такой органайзер у меня. И вот посмотрите, сколько здесь, извиняюсь, что все такое в этом, но оно все в работе. И вот эти розовые, вот эти вот, смотрите, они даже здесь, их очень сложно отличить один от другого. Уж на схеме так там вообще. Ну вот это, и это все было сложено вот в таком мотке, ну типа как раньше у Дименшиса, у Буцилы было. И надо было разбирать. И я помню, я так замучилась вот этими двумя цветами, они настолько близки, я, по-моему, вот так через камеру их и отбирала, потому что, ну, даже сейчас через камеру, мне кажется, они похожи очень сильно друг на друга. А вот эту скатерть я храню вот в такой папке. Очень удобные папки. Вот если у вас большой такой процесс, ну вы же видели скатерть, какая она огромная. Она сюда вся вмещается, и сюда даже вмещается, видите, вот этот органайзер, где иголочки так торчат. Очень удобные папки, так что если... И потом вы их просто ставите куда-то у вас там. Ну все чистенькое, не пылится, и рекомендую. Ну и зимнего я не остановилась на свете любви, мне этого было мало, ну это такой более религиозный сюжет, я подумала, свет любви это там на Рождество его вывешивать, эту картину буду, а такое зимнее, светское, что-то такое хотелось. И я решила взять первую свою в жизни мирабилью, Снежную королеву. Я вам ставлю картиночку, какая она там. Но с этой... Да, как-то у меня в этом году все начинается, распарывается, что много сомнений у меня в душе. Ну, сейчас покажу, что у меня было. И я покрасила сама ткань вот в такой цвет. И я отшила вот такой кусок платья этой Снежной королевы. А ткань я вот, видите, покрасила, здесь даже типа снежок вот такой идет. С этой мирабили я заказала сначала пак, потом там я начала заказывать нитки, там одних ниток не было, другие были, я кусочек заказала, потом заказала, ну, короче говоря, так как-то оно все тянулось, потом я в интернете увидела отшивы, и там на одном отшиве была эта королева отшита на такой шикарной ткани с елочками, мне так понравилось, думаю, боже, такая красота, думаю, ну, если я уже столько денег вгрохала в это... Все, куплю я уже и эту ткань. И что же, ну, купила. Ну, я вам показала, покажу еще раз. Уж коль разорилась, так хоть похвастаюсь. Вот такая шикарная ткань. Она огромная, она просто огромная. Но здесь, понимаете, здесь будет сама королева вот здесь. С оленем и королева. Это все будет, ну, как бы, это антураж вокруг это будет. Ну и вот такая огромная будет картина. У меня есть куда ее повесить.
Ну, я думаю, если я ее отошью, то это, скорее всего, она будет висеть не только на зимние праздники, а навсегда. Вот, так что потихонечку приближаемся к планам, что я там напланировала, намечтала, скорее скажем. Ну, и это еще не все. Сейчас я вам закончу сначала рассказывать то, что я там еще вышивала зимой, а потом уже перейдем к плану. Ну и когда я заказала эту ткань, когда я уже передумала вышивать Снежную королеву на этой ткани и заказала ткань с елочками и стала ее ждать, то я начала еще один сюжет зимний, думаю, ну а что, если этот отложился, и это, вот видите, здесь, конечно, у меня продвижение сумасшедшее, просто по-другому не скажешь. Вот здесь вышито welcome. Что же это такое? Это наборчик старенький от Dimensions, welcome с кардиналами, с домиками, там вдали, смотрите, какая красивая. Какой красивый пейзаж, какое красивое небо, горы. Вообще, вот такой шикарный сюжет у меня будет. Ну, я его начала, и тут в мою жизнь ворвался зачарованный домик. Вот такой уже на таком этапе у меня этот зачарованный домик. Вы все его знаете. Это мини-голд. Это именно вот этот домик я хочу вставить в эту шкатулочку. Вот на таком я этапе сейчас. И я давно уже хотела этот домик. Я давно на него смотрела, давно присматривалась, думала, сомневалась. А потом в сети я нашла сагу на этот домик, и в саге нитки DMC. Думаю, это что я это самое? Чего я не надо стесняться. Ну вот и я не постеснялась. И я взяла, и вот уже на каком этапе я нахожусь. И хочется мне, конечно, это первый претендент на финиш. Вот мне что хочется финишировать весной первым, так это вот этот домик. Вот этот домик у меня как раз на желание. Вот даже у меня это желание написано на обратной стороне. И я надеюсь, это желание в конце концов исполнится. Либо желание поменяется. Будет видно. Ну и последний начатый на этот момент процесс. Тоже это была такая, как это называется, спонтанная покупка. Я увидела, опять же, у кого-то отшив гранатов, дерево гранаты от Dimensions. И я побежала волосы назад покупать это дерево и прицепом прихватила розы. Ну и по итогу я вышиваю розы, а гранаты пока отложила. И вот эти розы в окне называется этот сюжет. И вот на таком я этапе с этими розами. Очень легко и быстро шьются. Опять же, я купила их на Алиэкспрессе, эти наборы. Это старенькие наборы Dimensions, которые вышли уже из производства. Понятно, их можно там на eBay, на Etsy где-то найти за все деньги мира. Ну, зачем? Лишние телодвижения. Я купила на Алиэкспресс. И я, естественно, я не знаю, как так получилось, но мне кажется, я не заказывала принтованную. Может, они все с принтованной конвой шли. Мне пришел этот сюжет с принтованной конвой. Я хотела попробовать даже на этой принтованной конве шить. Потом я посмотрела, здесь очень много незашитого пространства. И поэтому я решила все-таки взять равномерку. И опять же, что у меня тут приключилось, это... Начала я вышивать эти розы, и начала я их вышивать в 2 нитки, как рекомендует производитель этого набора китайский. И потом я шью по саге. Шью и вижу, в саге написано, что вообще-то эти розы, ну вообще все это дерево вышивается в 1 нитку. И в 2 нитки вышивается, вот здесь будет это окно вокруг. И я тут понимаю, почему у меня получается не так, как это на превью, потому что на превью это все воздушное, такое прозрачное, а у меня такое
массивное, тяжеловесное. И я тогда поняла, что нет, мне так не нравится. И я опять же распустила и начала по новой. И вот вышиваю. Вышивается очень легко, вышивается очень быстро. Большие такие кусочки зашивки берешь, ниточку, ее дошиваешь до конца. Ну, может, в листиках здесь не всегда, но в основном, да. Класс. Просто когда... Это тот вариант, когда вышивка тебе доставляет удовольствие. Когда ты сидишь, вышиваешь и балдеешь от того, что ты делаешь. А не напрягаешься там каждые два крестика смена ниточек, два крестика и смена ниточек. Там уже, ну, я, например, в таких сюжетах я просто вышиваю на результат, потому как мне либо очень сильно нравится, там Джаснен какой-нибудь или еще что-то, и я решаюсь на такое. Ну, чтобы особого удовольствия получать от этого, так это нет. Особое удовольствие я получаю вот именно от таких сюжетов, когда ты действительно берешь и вышиваешь, и наслаждаешься, и это именно то, что я вижу в этом хобби, то, что мне нравится в этом хобби, это этот релакс. Так, ну а теперь плавно переходим к моим планам. Ну как планы, мечты. Помечтаем немножко, что я там хочу. Итак, мои планы на весну. Ну, как я уже сказала, я хочу завершить зачарованный домик. Это первый пункт моего плана. Это то, что я действительно хочу завершить. Потом я хочу продвигать петуха в маках обязательно. Очень он красивый, очень нарядный, мне очень хочется его вышивать, и я его буду вышивать. Это второй план. Естественно, я хочу дошить розы. Я не знаю, удастся ли мне их дошить, ну, во всяком случае, я их хочу хотя бы продвинуть. Ну, если не дошью, ничего страшного не случится. Потом... Я хочу вам напомнить, что у меня же есть Эйфелевая башня в розах, и я ее тоже хочу повышивать, потому как, что будет, может быть, более весенняя, чем Эйфелевая башня в розах. Так, вам покажу, где я сейчас нахожусь. Вот, смотрите, я уже отшила саму башню практически всю. Вокруг нее вот эти незабудки. Мне кажется, эти незабудки это было самое сложное. Это вот как раз тот вариант, когда 2-3 крестика и закрепка, 2-3 крестика и закрепка. Это у нас парижские вышивальщицы, Эйфелевая башня в розах. И вот здесь дальше все это будут розы. Вот здесь, здесь розы будут. И потом такая рамка будет в розах. А где моя картинка? Вот. Вот так это будет. Видите, я центр практически вышила. Ну вот 2 розочки. Вот здесь осталось немножечко еще пару роз вышить. И вот здесь останется вот эту раму вышить. И вот такой у меня получится сюжет. Парижские вышивальщицы, они предлагают это делать такую скатерть. Ой, скатерть, господи, что я говорю. Полотенце. Мне они даже дали полотенце, но у них не было вот такого в клеточку, и они мне дали другое полотенце. Ну, я на нем не стала вышивать, потому как дома у меня оказался кусочек вот такой тканюшки, и я на ней вышиваю, и мне нравится, как получается. И, естественно, в полотенце я оформлять не буду. Наверное, скорее всего, я его оформлю в раму. Посмотрю, как у меня получится, и... А главное дошить. Потом там уже на месте разберемся, что и как. Ну и кроме того, что я буду вышивать, дошивать это, у меня же еще сюжет «Весна» из этой серии «Серенита ди Компания». Там будут маргаритки. Это я буду вышивать. Вот вам покажу вот такие «Весна»
бабочки и ромашечки. Я надеюсь очень сильно, что они будут попроще. Вот когда ты смотришь на эти все картинки, тебе кажется, вот это самая простая. Ну, я не помню, чтобы я так мучилась, страдала на этой тыкве. Я как-то эту тыкву с большим удовольствием вышила. Почему я застряла на этих, не знаю. Ну, в общем, вот примавера, весна. Смотрите, какие веселые ромашечки, красивые бабочки. И вот будет лето вот такое. Ну, вот весной мы будем наблюдать вот это. Так. Ну и, безусловно, естественно, мне хочется начать что-то весеннее еще. И что же я очень сильно хочу наконец-то начать весняное мережево от Юлечки Крафт, потому что мне уже как-то стыдно. Мне Ира подарила этот набор. Вот он, этот набор. На эту картинку вам ставлю, что должны быть. Это будет крышка на коробку от Икеи. Смотрите, какие красивые здесь нитки. Здесь все. Бери, начинай, вышивай. Здесь шовчики. Я не думаю, что это будет долго и сложно. Но надо же взяться, а то нахваталось всего, как этот сидит, теперь и не знает, за что ей хвататься. Ну, кроме этих кружав, я еще хочу повышивать, естественно, немножко мелхила. Сейчас покажу вам, а вы мне в комментариях напишите, что выбрать. Есть у меня вот такие два мелхила. Вот эти прекрасные, замечательные, чудесные, красивые, очень-очень весенние тюльпаны. И вот такой обалденный пион. Пион вышивается на вот такой бумаге. Вот, видите? И он, наверное, размером вот такой вот, как все эти размеры на бумаге. Очень красивый. Здесь пришивной элемент, это вот эта чулочка. Класс. А эти прекрасные тюльпаны, они, конечно, размерчиком побольше, но они прекрасные. И здесь фон зашивать не надо, здесь надо только вышивать тюльпаны, к счастью. И к моим солнечным конячкам они будут вообще в пару замечательно смотреться. Красивые очень тюльпаны. Мне эти тюльпаны понравились, и я их очень ждала. Я их заказала, и я так лопухнулась. Я рассказывала всю эту историю, что там мне по чайной ложке высылали, и каждый раз за доставку. Короче говоря, двойную я цену платила за все эти наборчики. Но, тем не менее, очень нравятся они мне. И голосуйте, пишите тюльпан, пион. Тюльпан, пион. Кто больше наберет голосов, тот и выиграет. И кроме этого хочется ж опять мне глобальное что-то начать. А глобальное начать я начну, пожалуй, мирабилью. Нет, не Снежную Королеву. Снежная Королева подождет. У меня в очереди на первом месте стоит другая мирабилия, которую я еще в прошлом году собиралась начать и закончить. Мирабилия чай. Покажу сейчас. Вот такая мирабилья. Это Нора Корбит. Я не знаю, чем они отличаются. Мирабилья, Нора Корбит. Здесь написано мирабилья. Здесь написано by Нора Корбит. Дизайнер Нора Корбит, наверное, мирабилья. Вот такие две очень красивые дамочки сутулые пьют чаек. И у меня все есть подготовленное. У меня будет вот такая очень красивая зеленая, такая светлая, прям такая весенняя, такая цвет, я даже не знаю, он похож на цвет Тиффани, что-то. Потом у меня здесь есть все ниточки, у меня есть здесь все бусинки. В общем, бери и вышивай, и отмазок быть не должно. Потому что все готово, надо браться и вышивать. Так, это это уже третий претендент. И, пожалуй, все. Сейчас мне это надо только все записать в тетрадку, чтобы не забыть. И я жду ваших голосов за тюльпан или за пион.
Я надеюсь, вам это видео понравилось. Пишите свои отзывы, пишите, что вам понравилось, что бы вы хотели вышить, что вы вышивали, что вам не нравится. Пишите все. Давайте общаться. Я всем отвечу. Если кого-то интересует какой-то определенный набор, и вы хотите знать, сколько там в нем крестиков, либо что как-то это, тоже задавайте вопросы, пишите, я на все вопросы отвечу. Ну и, пожалуй, все, друзья. Вот на такой веселой ноте весенней я хочу с вами попрощаться. До следующего видео. А в следующем видео, скорее всего, это будет влог. Кстати, вы почему не смотрите кексики? Я так старалась, я так снимала, я готовила эти кексы с малиновой начинкой. Они такие вкусные получились, объедение просто. И вы их не смотрите, то быстро идите, смотрите и ставьте лайки, и подписывайтесь, если вдруг вы не подписались. Ну, а на этом все. Всем пока-пока, до следующего видео.